Королева Елизавета II, самый долгоправящий монарх в британской истории, была последней крупной исторической фигурой XX века и весьма вероятно последней в своем роде. Королева, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет, была последней из членов королевской семьи, которая поняла, что привлекательность монархии заключается в загадочности и постоянстве, а не в известности или трендах. Елизавета обладала не властью, а влиянием. Несмотря на все достижения экстраординарной жизни и правления, королева Елизавета II была настоящей иконой моды. Обычно, когда тебя называют иконой моды, человек кажется менее серьезным историческим персонажем, но королева сломала стереотипы. Королева любила и наслаждалась модой, понимая ее силу. Она наняла мудрых советников, от Нормана Хартнелла, любимого дизайнера ее матери, до портного Севил Роу Харди Эмиса, а затем инженера ее популярного монохромного стиля для пожилых людей за последние 30 лет, ее костюмера Анджело Келли. Свадьба Елизаветы с Филиппом Маунтбеттеном стала ее первым важным моментом в мире моды. В 1947 году в Британии все еще действовало военное голодание, поэтому ей пришлось покупать ткань для платья по купонам. Тысячи британцев пытались пожертвовать принцессе свои продовольственные талоны. Она поблагодарила их всех, но не приняла их. Тем не менее, принцесса Елизавета представила платье, достойное книги по истории, разработанное Норманом Хартнеллом и сделанное из китайского шелка с приталенным и расклешенным силуэтом. Свадебные платья до этого момента, особенно в годы войны, были более скромными, но эра роскошного белого свадебного платья началась со сказочной свадьбы Елизаветы, и ее брак продлился 73 года, до смерти Филиппа в апреле 2021 года. Во время командировки в Кению вместе с Филиппом Елизавета узнала о смерти ее отца в 1952 году и ее вознесении. В Африку нужно было привезти черную траурную одежду, чтобы она могла приветствовать своего премьер-министра Уинстона Черчилля в Хитроу в надлежащей одежде. По сей день члены королевской семьи на всякий случай берут с собой черную траурную одежду. Коронационное платье в 1953 году было еще более важной одеждой в жизни королевы. Хартнелл потребовалось 8 месяцев, чтобы выполнить дизайн этого платья, которое включало эффектную и замысловатую вышивку с изображением символов ее королевства, в том числе канадского кленового листа. Королева также дорожила бриллиантовой брошью в виде кленового листа, которую она носила во время своих визитов в Канаду и давала взаймы членам своей семьи. Брошь передалась ей по наследству от ее матери. Будучи новой королевой и молодой матерью, Елизавета носила одежду исключительно британских дизайнеров, чтобы помочь восстановить промышленность после войны. Эта традиция сохранилась для нее на всю ее долгую жизнь. Королева к 1964 году, мать 4 детей, пережила долгий период не слишком захватывающей, но невероятно подходящей одежды. Революция мини-платьев и цветов в Лондоне 60-х прошла мимо нее, как и мода хиппи 70-х. Она изобрела целый жанр моды на открытом воздухе – килт, макинтоши, резиновые сапоги и шарф Хермес, надетый на голову, который она носила, катаясь на лошадях или прогуливаясь по болотам в своих любимых поместьях Балморал или Сандрингем. Внешний вид королевы мгновенно узнаваем и останется навсегда. Но именно последняя глава в портновской жизни королевы, начавшаяся примерно в то время, когда ей исполнилось 65 лет, произвела наибольшую волну моды. Яркие и смелые однотонные платья и пальто всех оттенков радуги сделали королеву смелой фигурой, которая выделялась из толпы, и превратили ее в первооткрывателя моды. Ее уравновешенность и достоинство придавали многозначительность множеству одежды, таких, казалось бы, легкомысленных цветов, как цвет лайма, нарциссов и розовой сахарной ваты. Но своим остроумием она сделала образ пожилой женщины крутым, ярким, запоминающимся и навсегда останется в памяти людей всего мира. Пишите свое мнение и подписывайтесь на канал, впереди много нового.